Автомобили Tesla выпускают уже 10 лет, но даже сейчас у граждан СНГ есть огромное количество вопросов по ее эксплуатации. В этом видео мы разберем, насколько сложно владельцам Tesla в России и странах СНГ. Разберем все плюсы и минусы. Сравним с бензиновыми авто и выясним, стоит ли покупать Tesla сейчас. Первый вопрос – это ресурс батареи и основных узлов. Согласно последнему исследованию, износ батареи Tesla составит всего 20% при пробеге 840 тысяч километров. В среднем это 1% на 50 тысяч. И это видно на графике, который вы сейчас видите. Но эти исследования были созданы на основании батарей старого образца. Как уверяют разработчики, на новых Tesla Model 3 устанавливают доработанные батареи, которые, по их словам, способны проехать 1,5 миллиона километров, при этом потерять 20% емкости батареи. Такие батареи устанавливаются на авто, начиная с конца 2020 года. Подвеска у Tesla, как и у обычных авто, многорычажка на пневме, с которой справится любой русский мастер. А вот что важно – это отсутствие коробки передач. Ее функцию выполняет редуктор. Также стоит упомянуть шины электрокара. Они уникальны и разработаны специально в компании Tesla. Из-за низкого центра тяжести и больших нагрузок конструкторы разработали новый состав с большей жесткостью протектора и звукоизоляционной пеной внутри. Nice section. You can see foam go around the entire tire. I know you're proud of yourself on that one. Но их без проблем можно купить у других производителей шин, которые выпускают специально для электроавтомобилей. Исходя из этого, Tesla определенно выигрывает относительно бензиновых авто. В Tesla меньше сложных узлов, которые могут сломаться. Не надо постоянно менять масло в двигателе и коробке. А также бензиновые двигатели не сравнятся по ресурсу с электрическими. Что же делать, если наступил этот день и что-то сломалось? На батарею Tesla дает гарантию 8 лет или 120 тысяч миль пробега, в зависимости от того, что приходит первым. Но для полной замены на новую необходимо, чтобы у старой батареи было не больше 70% емкости. Тогда это попадает под гарантийный случай. На электродвигатель дается 4 года гарантии или 50 тысяч миль. По сути, гарантия не 8 лет, потому что, согласитесь, 120 тысяч миль – это весьма небольшой показатель для пробега. Но вот что интересно, почему именно 8 лет? Даже если машина будет стоять, то за 8 лет произойдет окисление батареи, и она также вскоре выйдет из строя. Поэтому, когда вы покупаете авто 2015 года с родной батареей, и продавец вас уверяет, что у нее небольшой пробег и все будет хорошо, то это не так. Вам вскоре придется заплатить немаленькую сумму на новую батарею. Развоз – это наука. Сколько же стоит замена этого агрегата? Даже в Америке эта сумма вместе с установкой и доставкой будет стоить около 20 тысяч долларов. Также бывают случаи, когда выходят из строя отдельные блоки. В странах СНГ уже давно научились ремонтировать батареи Tesla. Замена отдельного блока будет стоить от 1,5 до 5 тысяч долларов. Все есть в наличии, остается только записаться и приехать на ремонт. Откуда у вас такие деньги? У нас нет таких денег. А вот если у вас гарантийный случай, и вы захотите поменять батарею на новую бесплатно, то это будет сложно, так как официальных сервисов ни в одной стране СНГ нет. С ресурсом мы разобрались. Что насчет эксплуатации? Если открыть официальный сайт Tesla, то там есть карта электрозаправок. И их действительно много, но не в СНГ. Если есть заправки, то это сторонние организации, и суперчарджера здесь явно нет. В основном это заправки на 22 кВт против 150 кВт на заправках Tesla.
Также есть и заправки на паркингах в крупных торговых центрах. В основном все американцы заправляют свои авто дома. Для этого достаточно обычной розетки на 220 вольт. Но так она будет заправляться сутки. Если вы хотите быстрее, то можно вывести розетку на 380 вольт. И за 6 часов вы получите полную батарею. Если зайти на сайт Tesla, то они продают решения зарядных станций для дома. Это все без проблем можно купить в СНГ. Эксплуатация Tesla зимой. Согласно отзывам владельцев, запас хода зимой снижается не так сильно, как на других электроавто. В среднем это 20-30%, в зависимости от расстояния поездки. Потому что основной запас энергии уходит на прогрев салона и батареи. Когда же все прогрето, то расход приближается к летнему режиму. Но минус все-таки есть. Это рекуперация энергии за счет торможения. При нулевой температуре она снижается вдвое, с 60 кВт до 30. При минус 10 она отключается вовсе. Но при прогретом авто все возвращается на место. Главное преимущество электроавтомобиля зимой заключается в быстром прогреве салона. При включении климат-контроля теплый воздух начинает поступать практически сразу, и это можно сделать на приложении в телефоне. Если машина подключена к розетке, то обогрев салона и батареи использует энергию сети. Выезжая утром из гаража, можно сесть сразу в теплый салон, без ущерба для запаса хода и без описанных выше ограничений. Вопреки распространенному заблуждению, холод как раз не является особой проблемой для литий-ионной батареи. Наоборот, при температурах около нуля она сохраняет свои параметры лучше всего. Намного более опасным является ее нагрев выше 50 градусов Цельсия. Так что зимой плюсов от Tesla значительно больше, чем ее минусов. Разобрав все плюсы и минусы автомобилей Tesla, решение покупки предстоит только вам. Что касается моего мнения, то я бы однозначно купил, но это было бы авто, которое недавно вышло с конвейера. Хоть оно и дороже, но при должной эксплуатации запаса прочности хватит для долгой и беззаботной жизни, не переживая, что что-то сломается. Как бы вы поступили? Купили бы вы Tesla сейчас? Напишите в комментариях. Также будет интересно почитать реальные отзывы владельцев.